В основе игр о Принце Персии всегда лежала двойственность. Это может быть не очевидно на первый взгляд, но если копнуть в историю серии, то все встанет на свои места. Это отражается в характере героев, в создателе серии Джордане Мехнере и, что немаловажно, в музыке игры. Присаживайтесь, и я расскажу вам, почему весь саундтрек Принца Персии из нулевых — это настоящий рок, что самая популярная его часть не случилась бы без косвенного участия Дуэйна «Скалы» Джонсона, а тон музыки всей серии и вовсе задал не игровой композитор, а психолог. Это история, подобной которой вы никогда не слышали. Итак, основная черта серии «Принц Персии» — это дуальность, и лишь потому, что персонаж принца неотделим от его создателя, Джордана Мехнера. Принц создан на стыке двух эпох, двух миров, восточного и западного. Как и Джордан, впитывающий западную культуру с раннего детства, уроженец Нью-Йорка, в юном возрасте он заинтересовался культурой Востока. Это сыграет свою роль чуть позже, пока же куда важнее, что во время обучения в университете будущий геймдизайнер заинтересовался вещью не менее важной — программированием. Видеоигры произвели на Мехнера неизгладимое впечатление. Уже на первом курсе он решил создать что-то свое. Пробой пера стал клон игры Asteroids, получивший название Deathbounds. Вдохновившись шедевром Atari, Мехнер по большей части просто скопировал его, а затем отправил копию игры издателю Brotherbund для распространения. Компания, само собой, отказалась издавать столь откровенный клон, но прислала Мехнеру в знак благодарности за проделанную работу копию игры Choplifter, в то время одной из самых продаваемых игр компании. И это ключевой момент. В отличие от многих сверстников, которые также в 80-е, увидев видеоигры, были очарованы новым видом искусства лишь фактом своего существования, Мехнер увидел другую сторону этого вида развлечений. Он хотел использовать его как новый вид самовыражения. Уже тогда он понял, что игры — это не только лишь развлечение ради развлечения. Что поразило меня в Choplifter, так это то, что это была игра, которая рассказывала историю и создавала эмоциональную связь. Какими бы маленькими не были эти человечки на экране, я чувствовал эмоции персонажей в беде. Они всего лишь при помощи нескольких пикселей могли выразить радость и облегчение, когда их спас вертолет игрока, или опустошающее чувство вины, когда их оставили позади. Также Джордан подметил, что после завершения игры Choplifter на экране появлялась не надпись Game Over, как в куче игр того времени, а The End. Это и поселило в его голове мысль о том, что подобно фильму игра может иметь концовку, счастливую или печальную в зависимости от действия игрока. Джордан хотел не просто создавать игры, с их помощью он хотел рассказывать истории. И первой историей стала каратэка. Обучаясь в Йельском университете, Джордан Мехнер начал во внеурочное время посещать занятия по карате. Тогда же, в свободное время, он вписался в местный киноклуб, где часто смотрели и обсуждали фильмы Акиры Куросавы, а также немое кино, которое, по словам Мехнера, цитата, передает мощнейший эмоциональный посыл и атмосферу без единого произнесенного слова. При создании каратэка Мехнером впервые была применена технология ротоскопирования. В двух словах, ротоскопирование — это способ создания анимации, при которой сначала снимают движения актеров, а затем при помощи специального прибора, собственно ротоскопа, эти движения кадр за кадром копируют на пленку и на основе получившихся скетчей создают анимацию. В видеоиграх на тот момент такой способ был не сказать, чтобы самым популярным, но вот в мультипликации позволял добиться поразительных результатов, которые не стыдно выглядят даже сегодня. Однако технические ограничения платформы, а каратэка вышла на Apple II, и недостаток опыта не позволяли в полной мере применить эту технологию. Отрисовка производилась с частотой 8 кадров в секунду, так что задуманной плавности движений добиться не удалось. Но все равно по тем временам это смотрелось очень и очень достойно. Из-за технической на момент разработки навороченности проекта автору пришлось столкнуться с еще одним ограничением. Apple II не хватало ресурсов для того, чтобы одновременно отрисовывать анимацию и воспроизводить музыку. Пришлось сильно постараться, чтобы оптимизировать проект, и в итоге приглашенный в качестве композитора отец Джордана Фрэнсис Мехнер, используя всего одну ноту, так как больше Apple II просто не мог выдать, написал музыкальное сопровождение. Любопытным было вот что. Фрэнсис Мехнер обучался игре на фортепиано и довольно неплохо на нем играл, но профессиональным музыкантом он не был. Его в качестве хобби больше интересовало изобразительное искусство, и в 1970-м он даже поучаствовал в создании дизайна персонажей и окружения для улицы Сезам.
Основной же занятостью на тот момент была должность лектора по психологии в одном из университетов США. Забегая вперед, к видеоиграм он вернется лишь единожды, так и посвятив свою жизнь науке. Каратэка, помимо анимации, имела и пару важных геймплейных и визуальных особенностей. Несмотря на то, что действие происходит в Японии, у героя и героини светлые волосы. На дизайн светловолосых персонажей повлияли предпочтения японцев, в то время как на Западе цвет волос обычно не перекрашивали, в манге тех лет было принято изображать героев со светлыми волосами, а антагонистов с темными. Другой важной чертой оказались две концовки. После победы над всеми врагами, если подойти к принцессе, которую всю игру спасает герой в боевой стойке, принцесса просто вырубит главного героя с одного удара. Нужно было выйти из боевой стойки и поклониться. Лишь тогда финал будет позитивным. Два пути, сочетание двух миров. Двойственность для дальнейших работ была заложена именно здесь, но это была лишь разминка перед чем-то большим. Несмотря на успех Каратэка, издатель не стал давить на разработчика с условием выпустить сиквел. Мехнеру предоставили полную творческую свободу, и автор вновь направил свой взор на восток, но из Японии переместился на берега Персидского залива. С востока на сеттинг повлияло впечатлившее Мехнера собрание арабских сказок «Тысяча и одна ночь», а с запада на геймплей и окружение – фильм Стивена Спилберга «Индиана Джонс в поисках утраченного ковчега». Волшебный мир восточной сказки, скрещенный с акробатикой западного боевика. На стыке этих двух миров и появился «Принц Персии». К тому времени полученный опыт уже позволял Мехнеру обойти технические ограничения компьютера Apple II, поэтому вновь примененное ротоскопирование в этот раз смотрелось действительно так, как задумывалось. Интересно, однако, то, что в Каратэке, что в Prince of Persia это решение было продиктовано отсутствием у Мехнера должных навыков работы с анимацией. Когда мы решили использовать ротоскопирование, я и не думал о том, чтобы быть на острие прогресса. Мы сделали это в основном потому, что я не настолько хорош в рисовании или анимировании. Это был единственный способ, который я смог придумать, чтобы добиться реалистичного движения персонажей. Семейный подряд в этой игре сохранился. Это известный факт, что движения принца были сняты с младшего брата Джона Дэвида Мехнера, но именно для написания к музыке этой части и всем ее портам, за исключением версии для Game Boy, где была использована музыка Томми Таларика, он был тестировщиком и предложил бесплатно сочинить музыку. В общем, к саундтреку «Принца Персии» в первый и последний раз вернулся отец братьев Фрэнсис и задал тон будущим музыкальным партиям всей серии. Используя скудный по нынешним меркам набор электронных инструментов, саундтрек произведения получился на удивление целостным, живым, с по-настоящему восточным колоритом. Уже упомянутая выше анимация, на сей раз плавная и проработанная, смотрелась как настоящая революция, а обрамляющий непродолжительное приключение принца саундтрек лишь подчеркивал происходящее. Тут и ужас с мистикой, и чуть ли не налетом хоррора, что лишь усиливает вовлечение, когда на таймере остается мало времени. И триумф от победы. Но самое занимательное, что Фрэнсис Мехнер ухватился осознанно или нет за главную тему и сделал ее лейтмотивом, на чем и построил весь саундтрек. Игра довольно быстро обрела популярность, и версии для других платформ были лишь вопросом времени. Уже в порте для Super Nintendo значительно преобразилась как графическая составляющая, так и музыкальное оформление. Тут уже нашлось место и стремительным экшен-композициям, и чуть ли не техно-боевику во время финального босс-файта. Но ни одна версия никогда не уходила в чистейший экшен, это всегда было приключение. И дабы подчеркнуть этот момент, Джордан Мехнер вводит антагониста. Но это не визирь Джафар, которого, кстати, еще один забавный семейный факт, сыграл отец Джордана. Это темный принц, его альтер-эго, появляющееся из волшебного зеркала и регулярно вставляющее герою палки в колеса. Сражаться с ним бессмысленно. Нанося удары темному принцу, ты будешь лишь калечить себя.
Победить темную сторону, победить, так сказать, самого себя, свои страхи и противоречия можно лишь перестав сражаться, научившись жить с ними. Это что-то из области восточной философии и трактата искусства войны. Чтобы выиграть битву, нужно проиграть битву. Но, возможно, это мой СПГС. Так или иначе, игра стала успешной, а это значит, что сиквел был не за горами. При работе над второй частью, получившей подзаголовок The Shadow and the Flame, работала уже довольно большая команда. Главный геймдизайнер по-прежнему Джордан Мехнер нанимает подающую надежду Джанель Аддиксон, вместе с аранжировщиком Сильвьеном Люком Брюне. И пара отлично улавливает настроение серии. Одна только открывающая тема с флейтой и струнными сразу погружает в атмосферу восточного приключения. Кстати, противником тут снова выступает сам принц. Точнее, Джафар, не умерший в начале первой части и примеривший на себя личину героя. И вновь игра в сюжетном плане как бы отражает борьбу человека с самим собой, дуальность и двойственность. Но что касается музыки, тут, в отличие от прошлой части, почти нет места спокойным композициям. Даже в, казалось бы, умиротворяющих мелодиях словно бы притаилась опасность, будто бы доверять нельзя никому. Саундтрек постоянно держит темп, но надо признать, что даже на момент выхода он уже не сказать, чтобы был чем-то уникальным. Ну, вспомнить хотя бы тот же Аладдин от Диснея. Атмосфера Востока в музыке Второго Принца выдержана на отлично, и даже не зная название игры, к которой он относится, место действия угадывается сразу, но не было в нем одного, не хватало, что называется, изюминки. Хорошо, но не отлично, талантливо, но не гениально, и у серии были все шансы, чтобы это исправить. В финансовом плане вторая часть приключений принца Персии была далеко не так успешна, как первая. К тому же, серия не самых удачных издательских решений компании Brotherbund заставила ее экономить, а впоследствии и вовсе закрыться. В ходе ряда разделений на разные компании, слияний и перепродаж, права на серию перешли к Red Orb Entertainment, подразделению Brotherbund. Red Orb в 1996 начала работу над новой частью приключений персидского принца. Год ушел на препродакшн, еще 2 на разработку, и в 1999 мир увидел нового принца Персии. И не просто увидел, а увидел в набирающем в те годы обороты 3D. Вследствие не самого теплого приема второй игры, а также из-за недостатков финансирования, было решено сохранить часть старой команды. В частности, создатель серии Джордан Мехнер был привлечен в качестве креативного консультанта и соавтора сценария. А за музыку вновь взялась Джанель Аддиксон, компанию которой в этот раз составил новичок в серии Грег Ран. И если вы пока еще не заметили подвоха в музыкальном оформлении, то чуть позже я объясню. Пока же важно то, что уже тогда Мехнер решил двигаться дальше. Он недавно завершил работу над The Last Express и даже не думал возвращаться к персидской серии. Неудача с предыдущей игрой заставила его искать новые пути развития в приключенческом жанре, но каким-то образом Red Orb удалось уговорить Джордана поучаствовать. При этом он не был связан с новым проектом практически никак. Это скорее была дань уважения своему творению, нежели творчество. Я подписал контракт, когда еще не видел игру, и в итоге выступал в качестве консультанта. Но по мере развития проекта я все больше понимал, что это не то, что я хотел бы видеть. Это не более чем клон Tomb Raider. Я чувствовал разобщенность персонажем, а давление издателя, отклоняющего мои идеи, сделало принца персонажем, которого я едва узнавал. Сложно было узнать и музыку. Двойственность в ее худшем проявлении показала себя и здесь. Это то, о чем я говорил чуть раньше. В то время как Джанель Аддиксон пыталась вернуть серии привычное восточное звучание, Грег Ран утягивал его куда-то в сторону электронной музыки. И давайте сразу обговорим этот момент. Я не против смешения жанров, и в дальнейшем именно жанровый микс спасет музыкальное сопровождение.
Как я и не против жанра электронной музыки. Более того, ритмы Востока и электронная музыка могут звучать вместе вполне органично, и тому есть масса примеров. Просто именно здесь не сложилось. Посреди прекрасной восточной партии то тут, то там внезапно возникают вкрапления электронных инструментов. А порой и вовсе электронная музыка берет вверх и рушит всю атмосферу. И это звучит крайне инородно, просто уничтожает всю задумку, не дает музыке быть целостной. Хотя, несомненно, великолепные композиции встречаются, а решение добавить распевный восточный вокал так и вовсе, на мой взгляд, просто гениально. Такое в музыке для видеоигры на тот момент было редкостью, и, например, похожий прием при написании треков с восточным колоритом за пределами серии о Принце Персии через 10 лет, в 2008 на вооружение возьмет автор саундтрека Metal Gear Solid 4. В целом же приключения принца в 3D имели все шансы стать его лебединой песней. Не самый теплый прием в прессе, странное и неотзывчивое управление, нелогичный дизайн локаций, а главное отсутствие идей с нежеланием прислушиваться к создателю серии Джордану Мехнеру и лихорадочный саундтрек. Все это сыграло злую шутку. Серия вполне могла закончиться именно здесь, но история дала ей еще один шанс. В 2001 году права на издание старых игр серии перешли к Ubisoft, а вот право выпускать новые игры было только у Джордана Мехнера. В то же время отделение компании в Монреале работало над Splinter Cell, и один из продюсеров проекта Яннис Малат собрал небольшую команду и устроил мозговой штурм на тему того, как могла бы выглядеть новая игра про персидского принца, если бы у них была возможность поработать над франшизой. В мае все того же 2001 года Малат пригласил Мехнера в Ubisoft Монреаль, показал свои наработки, и они очень понравились Мехнеру, который после 2 неудачных игр уже забросил идею сделать что-то в этой серии. Авторы из Ubisoft отлично ухватили основную механику оригинальных игр — акробатику, и вывели ее на новый уровень. Мехнер назвал увиденное блестящим расширением игрового процесса, которое предоставляло игрокам новые возможности. Механика перемотки времени, ставшая фирменной фишкой, была придумана чуть позже. В общем, Яннис Малат был назначен продюсером проекта, и ему был дан полный карт-бланш при наборе команды. Он тут же зовет ветеранов серии для написания музыки. Жанель Аддиксон, Грег Ран и даже отец Мехнера Фрэнсис собираются вместе и всего за пару недель создают музыкальное сопровождение, звучащее точь-в-точь как в 90-е. Вовсю применяют MIDI-инструменты, электронную музыку и даже не заморачиваются на создание атмосферы сказки. Стоп, подождите-ка. Все было совсем не так. В общем, Яннис Малат был назначен продюсером проекта, а Патрис Дезиле — креативным директором, и им был дан полный карт-бланш при наборе команды. В качестве консультанта, а затем и дизайнера к серии вернулся Джордан Мехнер. Разработчики отлично понимали, что с самого начала франшиза Prince of Persia создала разнопланового персонажа, свободолюбивого воина, который не боится перечить отцу, но при этом монарха, ответственного за будущий трон. Для отражения этого внутреннего конфликта, смеси западного и восточного, нужен был и соответствующий композитор. Им оказался Стюарт Чатвуд. Чатвуд — канадский композитор и рок-музыкант группы The Tea Party. Первой работой для индустрии видеоигр была Road Rash 3D. Хотя если в целом послушать композиции и посмотреть клипы The Tea Party, станет понятно, что экспериментировать эти ребята любили. Советую глянуть полностью клип на песню Babylon, который все это время шел фоном. Но куда важнее было другое. Стюарт Чатвуд в своих композициях соединял ближневосточные мотивы и рок-музыку. И уже вот это смешение смотрелось очень органично. Так что если вы думаете, что настоящий рок начался с приходом Godsmack Warrior Within, то память играет с вами злую шутку. Я и сам так думал. Вот, послушайте хотя бы это. Чатвуд создал калейдоскоп мелодий с разным настроением, а партитура вмещает в себя рок, этническую, симфоническую музыку, объединяя их в разных комбинациях, чтобы на выходе получить что-то новое. Нечто уникальное.
Было создано много крутых, ритмичных, но в то же время не напрягающих и запоминающихся аранжировок, что демонстрирует мастерство Чатвуда как композитора. Например, Prelude Fight – прекрасное сочетание струнных, восточных этнических элементов и слегка перегруженной электрогитары. Стюарт умело соединяет разные элементы, расставляет акценты, при этом вместе все позволяет передать и грацию движений, и накал страстей, и место действия. Миксы в разных сочетаниях – это вообще отличительная черта саундтрека «Песков времени». Будь то перкуссия и вокал в The Library, или вокал с электрогитарой и ритмичными восточными ударными в The Royal Bath. Решение добавить вокал, крайне удачно вписавшееся в Prince of Persia 3D, идеально встало и тут. Саундтрек «Песков времени» — это уникальная музыка в рамках игровой индустрии. Ничего подобного до Чатвуда не делал никто. Однако Стюарт понимает, что в совсем резкие эксперименты уходить не стоит. Именно поэтому тут встречаются и вполне традиционные восточные мотивы. Композитор знает, что персонаж, для которого он пишет музыку, суровый воин, что и подчеркивает слегка мрачными маршевыми композициями. А также мощными симфоническими партиями вроде Reverse The Sands of Time. И как вишенка на торте финальный трек, что звучит во время титров. Восточный мотив мелодии, вокал на английском лишь подчеркивают двойственность природы игры и персонажа. Баланс между Западом и Востоком. Саундтрек The Sands of Time был чем-то свежим, но Стюарт Чатвуд лишь разогревался, чтобы выдать нечто куда более крутое. В продолжении разработчики повторяться не хотели и решили настолько кардинально поменять атмосферу, что в процессе создания креативный директор Патрис Дезиле ушел так далеко, что его видение проекта мало походило на «Принца Персии», отводя главного героя на второй план, вводя в качестве протагониста одного из его телохранителей. Это было, по мнению издателя, слишком радикально, но при этом перспективно. Прототип получил название Prince of Persia Assassin, и я думаю, вы уже догадались, что Дезиле отправили делать из него отдельную игру, получившую название Assassin's Creed. На замену Дезиле пришел Бертран Хелиас, черпавший вдохновение из, например, Silent Hill. Мы хотели изменить тон и стиль игры, но сохранить то, что сделало The Sands of Time успешной. Нам требовалось создать другой тип погружения. Мы решили отойти от восточного стиля Песков времени, придя к более готическому окружению, чтобы создать более агрессивную среду. Более агрессивной должна была стать и музыка. Вот где рок-талант Стюарта Чатвуда раскрылся во всей красе. В тандеме с другим, не менее талантливым композитором Инаном Цуром была создана, на мой взгляд, одна из самых лучших рок-партитур для видеоигр. Самая первая композиция вначале как бы подчеркивает преемственность протяжной вокальной партии, к которой впоследствии присоединяются барабаны и электрогитара. А затем шикарно довершает впечатление вступающая партия струнных. Большая часть саундтрека состоит из мощных рифов и запоминающихся мотивов, подкрепленных восточной эстетикой. Conflict at the Entrance вообще, мне кажется, невозможно слушать, не постукивая ногой и не тряся головой в такт. Композиторы написали музыку настолько привлекательную и запоминающуюся, что благодаря ей постоянные столкновения с противниками не теряют интенсивности и не надоедают. При этом музыка не перестает напоминать нам, что мы уже не в волшебной персидской сказке. Мы находимся на суровом готическом острове времени.
Однако при всей мрачности музыка продолжает местами отдавать каким-то едва уловимым волшебством. На мой скромный взгляд, в The Sands of Time Стюарт Чатвуд прыгнул выше головы, но вместе с Инаном Цуром в Warrior Within они просто улетели куда-то в стратосферу. Однако главная часть саундтрека, которую больше всего помнят фанаты типа меня, случилась не благодаря этой паре композиторов. Ее подарили нам Godsmack. И это была первая композиция, рецензированная для серии, а не написанная с нуля. Интересно то, что сам трек — это чистой воды, так сказать, творчество на заказ. В начале нулевых кинорежиссер Чак Рассел обратился к Салли Эрну, вокалисту и автору песен группы Godsmack, с просьбой использовать их трек для своего нового фильма «Царь Скорпионов». У меня было немного времени, прежде чем мы начали писать новый альбом. И оказалось, что Чак был поклонником Godsmack и хотел использовать нашу песню «Вуду» в фильме. Поскольку песня была немного устаревшей, и он хотел, чтобы я переделал ее, но у меня не было желания перерабатывать старый материал. Вместо этого я написал новую песню и назвал ее «I Stand Alone». И хоть Чак Рассел и хотел использовать в фильме трек «Вуду», смонтированная черновая версия с песней «I Stand Alone» так впечатлила исполнителя главной роли Дуэйна «Скалу» Джонсона, что тот назвал ее горячей, зажигательной и отлично раскрывающей персонажа. Трек вошел в состав альбома Faceless, что дебютировал на первом месте чарта Billboard и уже буквально через месяц стал платиновым. Сама же I Stand Alone получила 2 номинации на Грэмми. В общем-то, это был мощнейший рок-хит, и дизайнеры решили, что он идеально подходил к моментам, когда кажущийся непобедимым Дахака преследовал принца. Мелодия перекрывала своим рокерским мотивом любые намеки на восточную музыку, что старательно выписывали Чатвуд и Цур. Поверьте мне, если вы никогда не слышали I Stand Alone или подзабыли ее, то пара прекрасных минут вам гарантирована. Но и это еще не все. Чтобы окончательно завершить эту музыкальную картину, во время титров врубается главный сингл с альбома Faceless – Straight Out of Line. Не все фанаты восприняли такую резкую смену настроения и музыкального тона игры, но по сугубо моему личному мнению, это было, пожалуй, одно из самых смелых музыкальных высказываний в игровой индустрии нулевых. Практически сразу после завершения работы над Warrior Within Янис Малат и его команда приступили к работе над продолжением. Джордан Мехнер, как и в прошлый раз, по собственному желанию не участвовал, считая, что сказал уже все, что мог. Эстетически новую игру в серии было решено сделать чем-то средним между Warrior Within и The Sands of Time, с большим уклоном в сторону последней. Принца заражают пески времени, они начинают растлевать его душу, выводить наружу самые темные желания и стремления. Так появляется на свет Темный принц. Идея, заложенная еще в волшебном зеркале самой первой игры, здесь получает свое развитие. Двойственность персонажа тут очевидна как никогда. В результате получилась жесткая, мрачная, но в то же время волшебная история. Инан Цур и Стюарт Чатвуд сделали свою музыку под стать повествованию. В первую очередь нельзя не заметить отсутствие каких-либо намеков на рок-составляющую. На замену ей пришел Dark Ambient, а протяжный вокал местами стал просто пугающим. Два композитора тут отлично дополняют друг друга. Будучи мультиинструменталистом, Чатвуд подарил трекам быструю перкуссию и жесткие стремительные барабанные партии, в то время как Цур отлично справляется с симфоническим звучанием. Переплетение двух стилей рождает просто великолепные по плотности треки. Другое нововведение заключается в том, что теперь в музыке авторы используют саундскейпы. Это прием, когда звуки окружения, такие как завывание ветра, используются как часть композиции. Например, партия с рычанием в вступлении и темным эмбиентом на фоне в Mental Realm. Где довершает все низкий, тягучий мужской вокал.
Это дополняет психологический аспект игры, который изучает личность принца и демонстрирует внутренний кризис героя. Звуковое оформление намеренно подчеркивает переживания и потери, его падение во тьму. Весь саундтрек менее веселый, чем в первой части перезагруженной трилогии, и менее драйвовый, чем во второй. Более протяжный, атмосферный. При моей бесконечной любви к музыке из Warrior Within в The Two Thrones, как мне кажется, партитура более осмысленная, более взрослая и зрелая. Несмотря на то, что музыка может показаться слишком мрачной и инструментальной, она, как и в прошлые разы, отражает суть и характер игры, работает на то, чтобы показать персонажа и раскрыть его. И это отличительная черта всей музыки трилогии о Песках Времени, которая завершилась бы на высокой ноте, ведь поначалу Ubisoft решила не доить франшизу, а дать игрокам что-то новое. В 2008 году произошла еще одна перезагрузка. Новый «Принц Персии» был выдержан в жанре легкого фэнтези-приключения с простой сказочной историей, основанной на зороастрийских мифах. Увлекательное легкое повествование, где на смену сражениям с полчищами врагов пришли дуэли 1 на 1. Изменился и художественный стиль. Селшейдинг со словно акварелью нарисованным миром обязывал найти и другой подход к музыкальному сопровождению. Как уже постоянные авторы серии вернулись к ней Стюарт Чатвуд и Инан Цур. В данном случае был выбран вектор на единообразие мелодий путем включения в них направляющей композиции, то есть лейтмотива, что звучит на протяжении всей игры в разном исполнении. Музыка здесь — это награда. Каждый раз, когда принц попадает на локацию, ему требуется преодолеть много препятствий, выдержать бой с противником, и все это под давящий саундтрек. В то время как после победы и очистки местности от скверны начинает звучать спокойная, красивая и умиротворяющая мелодия. Оркестровые марши, смешанные с восточными перкуссионными инструментами, звучат тут просто отлично. Рокерский запал Чатвуда тут нашел применение в самой неожиданной форме. В одну из ключевых композиций, тему главного злодея, был добавлен гроулинг. И несмотря на то, что на словах это может показаться дичью, трек получился ярким, а вокальная партия дает столько контекста теме антагониста, что лично я удивляюсь, почему подобный прием используют столь редко. Однако, на мой взгляд, игре все же недостает в какой-то степени экшен-музыки на манер предыдущих частей. Фоновые треки для спокойного путешествия по очищенной карте, наполненные сказочным звучанием флейт, струнных и магическим эмбиентом, обладают куда большим структурным разнообразием оттенков, нежели музыка для схваток. В других проектах это не было бы проблемой, но в такой насыщенной экшеном игре, да еще и при таком наследии, как это, отсутствие более захватывающих треков является упущением, особенно если знать, что у руля Чатвуд и Цур, которые с написанием таких композиций справляются на 5 с плюсом. В общем, несмотря на внушительную и, как мне кажется, одну из лучших в серии главных тем и мелодий, написанных на ее основе, в целом саундтрек «Принца Персии» 2008 года хорош, но до высот предыдущих игр дотянуться не может. Но несмотря на недостаток драйвовых композиций, мелодичные части саундтрека крайне приятны и каждый раз лично мне дарят чувство какой-то легкости и сказки. И музыкальное сопровождение этой игры серии было бы отличным послесловием к основной трилогии, если бы Ubisoft не решила сделать еще одну игру. В 2010 году было решено вернуться к тематике Песков Времени и хронологически заполнить пробел между The Sands of Time и Warrior Within. Над The Forgotten Sands работала совершенно другая команда. В
в том числе и команда композиторов. К написанию музыки привлекли Стива Яблонски и Пенку Куневу. Как композиторы они вместе работали над музыкой к игре по трансформерам, а по отдельности в игровой индустрии больше засветился Стив, помогавший писать, например, треки к Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty и Command & Conquer 3 Tiberium Wars и некоторым частям Gears of War. На мой взгляд, выбор довольно странный, тем более, что сама партитура «Забытых песков» не просто не привносит ничего нового, она даже не старается подражать мелодиям оригинала, больше уходя просто в стандартное звучание с ближневосточным оттенком. Словно не было 10 лет эволюции музыки серии, и на дворе снова конец 90-х с «Принц Персии» в 3D. Там, где раньше рок или эмбиент подчеркивали происходящее, раскрывали персонажа принца, сейчас звучит обычная музыка с арабскими нотками. Ее не дополняет размашистый рок, не сопровождает дарк эмбиент, не обрамляют чарующие флейты или струнные. Даже если авторы не хотели повторять коллег, они все равно не привнесли чего-то своего. Вот вам для примера два трека с почти идентичным названием «Из песков времени» и «Забытых песков». Действие и там происходит в королевских ваннах, да и геймплейные ситуации, при которых играет эта музыка, похожи. Советую полностью послушать оба трека. Если в первом случае мы имеем мелодию с 1000 оттенков, то во втором это просто монотонное звучание с простым ритмом и редкими вкраплениями вокала. И этот пример, как мне кажется, отлично описывает весь саундтрек The Forgotten Sands. Музыка стала менее разнообразной, в ней больше не было эксперимента и изюминки, она снова стала обычной. Но, как мне кажется, надежда все еще есть. Мне все еще хочется верить, что находящийся в разработке ремейк «Песков времени» не посрамит доброе имя своего родителя. И пусть Мехнер, Цур и Чатвуд не принимают участие в работе над ним, совсем не обязательно ведь цепляться за старое. К тому же когда-то «Принц Персии» решился как на эксперимент в области геймплея, показав нам невиданную ранее акробатику, так и в области музыкального сопровождения, скрестив ритмы Востока с рок-музыкой. И получилось отлично. Так почему бы не сделать что-то подобное еще раз? Тем более, что в геймплейном плане на эксперимент серия снова пошла. Однако, прежде чем перейти к последней на данный момент видеоигровой итерации приключений Принца Персии, нужно обратить внимание на еще одну историю. Вышедший в том же, что и «Забытые пески» 2010 году фильм по мотивам The Sands of Time, как мне кажется, является отличной иллюстрацией того, как по-разному композиторы подходят к делу. К работе над киноадаптацией в качестве автора сценария был привлечен Джордан Мехнер, композитором же значился Гарри Грегсон Уильямс. И он хоть в основном и писал музыку для кино, с крупными игровыми франшизами знаком отлично. Именно ему мы обязаны знаковыми композициями из серии Metal Gear Solid. Присоединившись к компании Хидео Кодзимы во второй части The Sons of Liberty, Гарри отлично уловил мотив всей серии и остался с ней в качестве главного композитора надолго. Metal Gear вообще заслуживает отдельного разговора, и я думаю, когда-нибудь мы до этого дойдем. Это отступление важно вот почему. Уильямс обладает навыком понимать произведение, понимать его суть, даже если знакомиться с ним впервые. По собственному признанию, о существовании трилогии «Песков времени» он знал, но в сами игры не играл. Однако основной мотив — двойственность. Уловил и без этого. Я писал саундтрек к фильму «Царство небесное», так что у меня уже был кое-какой опыт в создании этнической музыки, ведь я довольно много изучал инструменты Ближнего Востока. У меня ушло много месяцев на то, чтобы решить, следует ли мне писать ближневосточную мелодию в более традиционной западной аранжировке, или же западную музыку с персидским оттенком. И я совместил оба этих мира. Я знал, что «Принц Персии» будет такой партитурой, которая не похожа ни на что, что меня просили сделать до этого. И вот мы получаем замечательную тему принца. Саундтрек вообще вышел довольно разноплановым.
Тут находится место и величественным оркестровым партиям, и электронной музыке. Гарри Грегсон Уильямс любит миксовать разные составляющие. Он говорит, что гибридная партитура, объединяющая различные элементы, это часть его звучания. Музыка Уильямса не пытается копировать музыку Чатвуда и Цура, но при этом и не стремится быть стандартной мелодией с арабским оттенком. Именно поэтому я и считаю важным поговорить о музыке в киноадаптации, о моменте, когда автор понимает суть произведения и персонажа. Двойственность франшизы Уильямс увидел и по-своему передал через музыку. Тут есть как напряженные треки, так и игривые, стремительные, которые при этом сохраняют самобытность и даже в отрыве от фильма передают ощущение места его действия. Да и оркестровые партии, чего уж греха таить тут, просто отличные. Ну а главная тема, исполненная канадской певицей Alanis Morissette, это то, чего так не хватало «Забытым пескам» и «Принцу» из 2008-го. Это словно бы привет треку из титров The Sands of Time, вокал на английском и мелодия с арабским оттенком в исполнении перкуссионных инструментов. Снова сплав западного и восточного. Если в конечном итоге как кинопроизведение фильм, на мой взгляд, был типичным летним блокбастером, его саундтрек явно заслуживает внимания. В особенности на контрасте с малоинтересным музыкальным сопровождением The Forgotten Sands. Он смог подарить что-то новое. После этого о Принце было ничего не слышно до конца 2023 года, где, как я уже сказал, серия пошла на эксперимент. И если в визуальном плане жанр Metroidvania был серии вполне к лицу, то вот первый трейлер заставил переживать о музыкальном наполнении. Тут опять же стоит оговориться, что против рэпа я ничего не имею. Более того, если откинуть факт, что саундтрек песочной трилогии во многом у нас вызывает ностальгические чувства, что как бы добавляет ему очков, то идея скрестить рок-музыку и арабские мотивы может показаться безумием. Так почему бы не проделать то же самое с рэпом? При этом удачный, как мне кажется, пример сочетаемости несочетаемого есть. В Spider-Man Miles Morales хип-хоп биты вполне удачно накладываются на оркестровые партии. Но от такого эксперимента Ubisoft нас уберегли, и тут важно, что за игру взялись правильные люди. Ubisoft Montpellier, ответственные за Rayman Origins и Rayman Legends, как Чатвуд, Цур и Уильямс, понимают, что ключевая особенность всей серии, заключающаяся в ее двойственности, требует и соответствующего подхода в написании музыки. И с одной стороны за нее берется Гаррет Кокер, известный в первую очередь своей волшебной музыкой для серии Ori. А с другой иранская исполнительница Ментрикс, выступающая в жанре электронной музыки с примесью готического рока. Кажется, что авторы The Lost Crown решили ухватиться сразу за все идеи, которые так или иначе витали вокруг франшизы все эти годы. Возвращение к виду сбоку, привет, самые первые игры серии. Главный герой не принц, а тот, кто его ищет и защищает, привет, Prince of Persia Assassins. Сплав оркестра, арабской музыки, рока и электроники, привет Чатвуду и Цуру, а также Prince of Persia 3D, где это не получилось. Цель The Lost Crown — объединить самые важные аспекты оригинальных игр с обновленным игровым процессом и уникальным саундтреком. Все начинается с темы и мелодии, чего-то узнаваемого, что обозначало бы персонажей. Это особенно важно в случае с главным героем и антагонистом. Нам нужно дать игроку что-то, за что можно зацепиться. Когда вы можете использовать мотивы и темы на протяжении всего саундтрека, они становятся своего рода звуковыми визитными карточками и помогают создать гораздо большее ощущение взаимосвязи между игроком и игрой. Как в геймплейном, так и в музыкальном аспекте The Lost Crown придает серии новый оттенок, сохраняя при этом нетронутой суть. Гаррет Кокер и Ментрикс комбинируют тут синтезаторы, гитары, ударные установки, персидские инструменты и оркестр из 70 человек.
По словам авторов, их цель была в том, чтобы на музыкальном уровне превратить произведение в американские горки. Многое из того, что содержится в главной теме, заимствовано из партитуры остальной части игры, так что вы можете как бы прочувствовать изменения персонажей в музыке всего произведения. Мне не хочется показаться чересчур оптимистичным и носящим розовые очки, но в целом музыкальному сопровождению «Потерянной короны» удалось, как я думаю, сохранив суть и характер серии, придать ей новое звучание. Так что я буду верить в то, что The Lost Crown — это, как и The Sands of Time, лишь разминка перед чем-то большим.